Привет всем, мои дорогие друзья! С вами сегодня Светлана Гаспарович и добро пожаловать на мой канал Дом творчества. Мы уже много сшили с вами косметичек, органайзеров, и сегодня я хочу вам показать еще один вариант косметички на молнии, которая не займет много места в вашей сумочке. И перед тем, как приступить к пошиву такой миниатюрной косметички, рекомендую всем рукодельницам подписаться на мой канал, чтобы не пропустить мои новые мастер-классы. Начнем! Выкраиваем две детали косметички по выкройке. Размер детали 10,5 на 14,5 см и добавляем припуск на стачивание. Выкройку косметички вы можете найти в моей группе ВКонтакте. Ссылка в описании. Данные детали я продублировала. Для этого использовала уплотнитель. Дальше выкроила подкладку в сгиб, добавляя припуск на стачивание по верхним срезам. Еще нам нужна будет молния 18 см в готовом виде и плюс припуск на стачивание. К молнии мы будем пришивать боковые части косметички длиной 7 см. Одну деталь я продублировала, а вторую выкроила из подкладочной ткани. Давайте пришьем их к молнии. Но для начала я предлагаю убрать зубчики, чтобы удобнее было стачивать и не поломать иголку. Для этого я возьму кусачки и вырву зубчики молнии до нашей отметки. Теперь укладываем боковую часть косметички лицом к молнии и стачиваем. Затем притачаем подкладку, укладывая ее лицом к изнанке молнии. После чего отгибаем детали и отстрачиваем вдоль шва стачивания, затем по срезам, соединяя две детали вместе. То же самое делаем со второго конца молнии. Дальше берем верхние части косметички, укладываем их лицом к лицу и стачиваем по нижнему срезу на ширину припуска. После этого разутюживаем припуски и прокладываем строчку вдоль шва втачивания по одной и второй детали. Теперь пришиваем молнию, совмещая середину на косметичке и молнии. Стачивать мы будем, не доходя на 1-1,5 см до нижнего шва. После этого пришиваем вторую часть молнии косметички. Также не доходим на 1-1,5 см до нижнего шва. Отлично! Молнию пришили. Теперь берем подкладку, укладываем лицом косметички, скалываем булавками по верхнему срезу и прострачиваем со стороны основной детали, попадая в предыдущую строчку. А теперь делаем надсечки по верхнему срезу. Дальше пришиваем вторую часть подкладки. Для этого укладываем ее так, чтобы часть косметички была между подкладкой. Скалываем детали булавками, затем прострачиваем, оставляя в начале отверстие, чтобы вывернуть косметичку. После того, как подкладку соединили с косметичкой, делаем надсечки. Можно для этого использовать ножницы зигзаг. Надсечки сделали и выворачиваем косметичку. Отверстие, через которое вывернули косметичку, зашиваем потайным швом. Подворачиваем припуски вовнутрь, можно даже заколоть булавками, если захотите. И зашиваем.
Отлично! И последнее, что нам осталось сделать, это обработать уголки внизу косметички. Выправляем припуски, намечаем линию, по которой будем прокладывать строчку, и прострачиваем по одному и второму уголку. Теперь подрежем припуски и окантовываем срезы. Для этого я выкроила 2 полоски ткани, подкладываю ее под припуски и пришиваю, попадая в предыдущую строчку. Затем подгибаю припуск вовнутрь, закрепив их булавками, а дальше подворачиваю второй конец и настрачиваю его на уголок. Срезы уголков обработали, теперь можем вывернуть косметичку. Вот и все. Наша миниатюрная косметичка готова. Если видео было полезным для вас, ставьте лайк. И до новых встреч на моем канале Дом творчества. Пока-пока!